Зеленскому только что предъявили ультиматум, от которого невозможно отмахнуться, прикрывшись лозунгами о границах 1991 года. Пока на Банковой рисуют графики скорого вступления в европейскую семью, главный спонсор и адвокат Украины в Европе, немецкий канцлер Фридрих Мерц, обрушил все сказки и мечты Зеленского. Это прямой сигнал, прозвучавший публично и жестко. Украина либо лишается территорий, либо забывает о Брюсселе. Событие, которое встряхнуло все кабинеты Банковой, произошло в понедельник в обычной немецкой гимназии. Именно здесь Мерц решил сорвать маски с европейской дипломатии. Канцлер Германии, чья страна несет на себе основную поддержку Украины, прямо заявил, что Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий ради заветного членства в Евросоюзе. Донбасс и другие регионы, согласно этой логике, становятся той самой разменной монетой, которую Киев обязан выложить на стол, чтобы получить билет в Европу. Всех приветствую, это Александр. У меня к вам просьба, так как канал душит сам YouTube, прошу вас написать, пожалуйста, комментарий под видео и поставить лайк, чтобы пробить алгоритм. Заранее спасибо и продолжаем. Суть позиции Мерца проста и прагматична до цинизма. По его словам, наступит момент, когда Украине придется подписать сначала соглашение о прекращении огня, а затем и полноценный мирный договор с Россией. Когда-нибудь Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а потом, будем надеяться, заключит мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской. Если он хочет донести это до своего народа и заручиться поддержкой большинства, а для этого нужно провести референдум, он должен одновременно сказать людям: «Я открыл для вас путь в Европу». И вот в этот момент юридическая реальность должна будет догнать реальную картину с фронта. Часть украинской территории перестанет быть украинской не только по факту, но и на бумаге. Это болезненное признание звучит как приговор официальной стратегии Зеленского, которая до сих пор строилась на бескомпромиссном возврате всех земель. Однако Мерц пошел еще дальше. Он фактически предложил Киеву готовую формулу того, как продать это горькое поражение собственному народу, не спровоцировав при этом очередной Майдан. Формула звучит так: территории в обмен на будущее. Если Зеленскому в Киеве придется проводить общенациональный референдум по вопросу территориальных уступок, он должен будет преподнести это не как капитуляцию, а как исторический прорыв. Ему предлагается сказать гражданам: да, мы потеряли территорию, но зато я открыл для вас двери в Европу. Для Киева этот удар под дых оказался двойным, поскольку Мерц не ограничился лишь территориальным вопросом. Он буквально разнес в пух и прах все амбициозные сроки евроинтеграции, о которых кричит Зеленский. Напомним, что он неоднократно называл 1 января 2027 года как желаемую дату официального вступления в Евросоюз. Канцлер Германии назвал эти цифры абсолютно нереальными. Более того, он подчеркнул, что даже 2028 год как дата вступления не выдерживает никакой критики и здравого смысла. Вступление в Евросоюз – это процесс, который всегда занимает очень много времени. Зеленский как-то предложил вступить в Евросоюз в 2027 году. Это невозможно. Даже в 2028 году это нереально. Я сказал Зеленскому: не питай слишком больших надежд, чтобы потом не разочароваться. Причин для этого у Берлина несколько. Во-первых, Украина не может стать частью блока, пока на ее территории продолжается военный конфликт. Это аксиома европейской безопасности, которую в Брюсселе не намерены пересматривать ради Киева. Во-вторых, Украина обязана выполнить жесткие критерии, которые годами игнорировались под предлогом военного положения. Особый акцент Мерц сделал на верховенстве права и борьбе с коррупцией. Упоминание коррупции в данном контексте – это отдельный политический жест. Несмотря на бесконечные отчеты о создании новых антикоррупционных бюро, европейские лидеры явно не удовлетворены темпами реальных реформ. В качестве временного утешения Мерц предложил Зеленскому некий компромиссный вариант – статус наблюдателя в институтах Евросоюза. Это своего рода приглашение на банкет без права голоса. Украина сможет участвовать в дискуссиях, присутствовать на заседаниях, но не сможет принимать участие в принятии решений. По словам канцлера, эта идея уже получила негласную поддержку среди европейских лидеров на недавнем неформальном саммите на Кипре. Примечательно, что сам Зеленский, находясь на том же Кипре, в резкой форме отверг любую символическую или частичную интеграцию, требуя только полноправного членства. Теперь же становится ясно, что его мнение в этом вопросе становится все менее весомым для европейцев. Почему заявления Мерца звучат так громко именно сейчас? Потому что Германия – это кошелек Европы. Именно немецкое оружие и немецкие налоги составляют львиную долю помощи, идущей в Киев. Когда спонсор начинает говорить о территориальных уступках, это
Это означает, что ресурс терпения и веры в военную победу Киева практически исчерпан. Слова канцлера Германии удивительным образом синхронизируются с недавними заявлениями президента России Владимира Путина. На прошлой неделе российский лидер отметил, что на Западе и внутри самой Украины уже вовсю идет поиск юридических и политических форм для оформления поражения Киева. Позиция Мерца – это не что иное, как первый публичный шаг в этом направлении. Для Зеленского наступают темные времена. Со всех сторон на него давят Трамп, Европа, окружение и собственный народ. И в этом политическом сценарии ситуация развивается по принципу постепенно сужающегося коридора решений. Таким образом, в скором времени мы увидим долгожданную развязку, потому что давление нарастает, и Зеленскому дали понять, Европа не готова вечно платить за его амбиции, если они не подкреплены готовностью Киева признать реальное положение дел на карте. Похоже, большая сделка за спиной Украины уже не просто обсуждается, она обретает конкретные контуры в кабинетах, где принимают решения. Вот такие новости, друзья. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете победить алгоритм. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока.